Слониха Марта находилась на втором сроке беременности. Но на этот раз роды оказались долгими и мучительными. Поэтому, когда она, наконец, произвела на свет детеныша после долгих часов боли и слез, сотрудники парка склонили головы, чтобы взглянуть на новорожденного. Однако, увидев малыша, они не смогли сдержать криков удивления. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Когда сотрудники национального парка Саванна-Ридж в Кении заметили, что их слониха Марта начала проявлять признаки приближающихся родов, они сразу же вызвали ветеринара, чтобы помочь ей во время появления детеныша. Это был не первый малыш Марты, ведь 2 года назад она уже становилась матерью. Ее первая беременность застала сотрудников почти врасплох, поскольку она была довольно крепкой и редко показывала признаки беспокойства или недомогания. Однако на этот раз работники сумели заметить беременность гораздо раньше. Марта переносила этот период тяжело и даже казалась немного неловкой. Казалось, будто ей неудобно в собственном теле, и вынашивание давалось ей куда труднее обычного из-за явного недомогания. Смотрители решили наблюдать за ней внимательнее, поэтому они были полностью готовы, когда она начала ходить кругами по своему участку и громко трубить. Однако вскоре стало ясно, что эти роды будут значительно сложнее предыдущих. Марта испытывала сильную боль в течение многих часов и не прекращала звать свою стаю и людей, будто умоляя о помощи. Ни одно движение не приносило ей облегчения. Она ходила из стороны в сторону, терлась о деревья и делала все, что могла. Роды продвигались крайне медленно, что делало происходящее еще тяжелее. Ее трубные крики разносились по зарослям и эхом отражались от скалистых склонов ближайших холмов. Хищники и любопытные животные начали приближаться, чтобы понять, что происходит, надеясь на легкую добычу. К счастью, рядом с Мартой находилась ее стая, которая образовала вокруг нее защитный круг. Они тоже выглядели очень обеспокоенными, но сосредоточились на том, чтобы отгонять незваных гостей. Сотрудники парка продолжали наблюдать и надеялись, что Марта выдержит это тяжелое испытание. Дежурный ветеринар внимательно следил за происходящим и был готов вмешаться в любую секунду, когда вдруг слониха внезапно полностью замерла. Спустя несколько минут напряженного ожидания один из рейнджеров подошел поближе, чтобы посмотреть, появился ли на свет детеныш, однако увидел нечто совершенно неожиданное. Он мгновенно позвал остальных, крича от изумления. Остальные сотрудники поспешили к нему и были ошеломлены удивительным зрелищем. Марта родила двойню. Такое происходило крайне редко, настолько редко, что подобные случаи почти не фиксировались. По сути, последний известный случай был зарегистрирован еще в 1980 году. Теперь многое стало понятно. Именно поэтому Марта казалась такой крупной во время беременности. Она вынашивала сразу 2 малышей. После первоначального восторга и удивления сотрудники парка серьезно обеспокоились. Рождение близнецов в дикой природе происходит нечасто, не просто так, ведь такие млекопитающие, как слоны, не приспособлены к выращиванию более одного детеныша одновременно, потому что сам процесс требует слишком много сил. Чаще всего более слабый малыш не успевает за вторым. Их тревога усилилась, когда они заметили реакцию старшей дочери Марты на появление близнецов. В отличие от остальных слонов стаи, она выглядела заметно раздраженной появлением своих младших братьев. Она вовсе не проявляла поведение заботливой старшей сестры и смотрела на них с мрачным выражением. Сотрудники хотели вмешаться, но не могли. Работа в национальном парке подразумевала, что необходимо позволять природе идти своим естественным путем, поэтому им оставалось только наблюдать.
Обычно старшие слонята ведут себя очень дружелюбно с новыми членами семьи, но здесь все выглядело иначе. Старшая сестра топала рядом с малышами и делала вид, будто собирается броситься на них. Им едва исполнился час, но это не мешало ей показывать всей стае свое недовольство. Марта была слишком измождена, чтобы уделять внимание дочери, но, к счастью, стая взяла ситуацию под контроль. Слоновьи стаи представляют собой очень сплоченные семьи, поэтому Марта могла положиться на старших самок. Именно так и произошло. Под внимательными взглядами сотрудников одна из старших слоних подошла к молодой, мягко оттеснила ее от матери и братьев, осторожно коснулась ее хоботом и постепенно успокоила. Для работников парка это стало настоящим облегчением, ведь они не хотели, чтобы новорожденные пострадали, особенно учитывая важность их появления для всей популяции. Они продолжили наблюдать за Мартой и с интересом ждали, что будут делать малыши. Всегда было трогательно видеть, как новорожденные пытаются встать на ноги. Они шатались, словно пьяные, едва удерживая равновесие, и иногда казалось, будто ноги им вовсе не принадлежат. С близнецами Марты происходило то же самое. Когда один из них сумел подняться, он выглядел довольно крепким и уверенным. Сделал несколько шагов вперед, но затем неуклюже плюхнулся на заднюю часть тела. Однако он оказался очень настойчивым и почти сразу попытался снова встать, только чтобы вновь упасть. Он был довольно крупным, и сотрудники уже могли представить, как в будущем он станет мощным доминирующим самцом. Его брат выглядел иначе. Ему было крайне сложно подняться. Он явно прилагал огромные усилия, но этого было недостаточно. Работники видели лишь, как его голова поднимается и опускается, пока он пытается поджать ноги под себя. Это продолжалось почти полчаса, после чего он окончательно сдался. Сидя на наблюдательных местах, рейнджеры видели, насколько он измотан. И хотя его слабость можно было понять, она вызывала серьезную тревогу. Для второго близнеца ситуация складывалась плохо. Первый продолжал неуклюже бродить, как любой здоровый новорожденный, подошел к матери, тихо поскуливая и касаясь ее тела хоботом. Этот жест был невероятно трогательным. Марта позвала его ближе и начала кормить. Но пока она заботилась о нем, сотрудники заметили, что она тревожно ищет второго малыша. Эта умная слониха прекрасно знала, что у нее 2 детеныша. Когда Марта увидела второго малыша, лежащего в траве, она явно встревожилась. Несмотря на сильную усталость, она быстро поднялась и подошла к нему, подтолкнула его хоботом, а когда он не отреагировал, начала издавать тревожные звуки. Стая сразу заметила ее поведение и стала постепенно приближаться. 2 слонов тепло поприветствовали первого близнеца, проявляя ласку. Но когда они подошли к неподвижному малышу, их звуки стали тихими и печальными. Они молча подошли сзади Марты, словно выражая поддержку. Одна другая мать из стаи вышла вперед и, оставив своего детеныша, подошла помочь. Они использовали хоботы, пытаясь подтолкнуть малыша, чтобы он встал, но он почти не реагировал. Было очевидно, что Марта и другая слониха начинают сильно беспокоиться. Они начали топать ногами, не зная, что делать. Марта стала махать ушами над детенышем. Явный признак отчаяния. Стая тоже уловила ее тревогу и начала переживать. Для сотрудников парка было мучительно наблюдать за этим, но вмешиваться они не могли. Казалось, второй близнец уже не поднимется, и стая будто оплакивала то, что считала неизбежным. Ведь дикое животное, которое не способно двигаться самостоятельно, становится легкой добычей. Но прежде чем произошло худшее, слоненок словно понял, что его семья рядом. Поэтому он снова собрал все силы и попытался подняться. Он раскачивался и напрягался изо всех сил. Когда его тело, наконец, немного оторвалось от земли, произошло удивительное.
Он уже готовился снова упасть, но вдруг понял, что его мать обвила его тело хоботом и удерживает его. Это неожиданное событие вдохновило малыша настолько, что он смог удержать равновесие, когда Марта отпустила его. Благодаря помощи матери он сумел встать и сделать первые шаги. Он шел медленнее своего брата, но главное — он двигался. Атмосфера вокруг сразу изменилась. Впервые с момента рождения близнецов появилось ощущение, что все будет хорошо. Стая радостно затрубила, увидев, что оба малыша стоят на ногах. Это было первое серьезное испытание их жизни, и они его преодолели. Слоны дружно подняли хоботы и издали громкие торжественные звуки, возвещая долине о том, что их новые члены семьи будут жить. Сотрудники позволили стае отпраздновать это событие и вернулись в лагерь, воодушевленные тем, чему стали свидетелями. Ведь не каждый может сказать, что видел рождение слоновьих близнецов и такую удивительную поддержку внутри стаи. В лагере сначала никто не поверил их рассказу. Коллеги подумали, что это шутка, но когда им показали размытые фотографии малышей, зависть и восхищение сменили недоверие. На следующий день почти весь персонал настоял, чтобы их отвели к месту рождения близнецов. Все смогли увидеть двух маленьких слонят, которых было легко различить даже издалека. Один из сотрудников сделал красивую фотографию малышей и опубликовал ее в социальных сетях, желая поделиться чудом со всем миром. С этого момента снимок начал быстро распространяться. Он получил тысячи комментариев и лайков, но вместе с популярностью пришли и проблемы. Национальный парк Саванна-Ридж был известным местом, куда приезжали туристы со всего мира, чтобы увидеть слонов. В парке обитало более 1600 особей. Когда фотографии стали вирусными, люди начали требовать увидеть близнецов. Однако чрезмерное внимание иногда привлекает и опасных людей. Жадные браконьеры тоже увидели эти снимки и поняли, что в парке появились два очень уязвимых слоненка. Это означало, что охрану необходимо срочно усилить. Парк уже сталкивался с трагедиями. Только в 2017 году здесь погибло 10 слонят из-за болезней и ловушек. Браконьерство оставалось серьезной проблемой. Рейнджерам приходилось ежедневно патрулировать территорию и иногда находить раненых или мертвых животных. Ситуация была настолько сложной, что парк нанял более 300 рейнджеров из местных жителей для защиты слонов. Они работали посменно, охраняя огромную территорию. Когда стало известно о рождении близнецов, рейнджеры начали уделять им особое внимание. Они наблюдали за стаей и одновременно следили за безопасностью малышей. Именно тогда они заметили, что второй близнец снова стал вялым. Сначала он казался здоровым, но через несколько дней его состояние ухудшилось. Рейнджеры связались по радио с ветеринаром и попросили его осмотреть детеныша. На следующий день врач приехал проверить близнецов. Однако приблизиться к малышу оказалось непросто. Стая окружила его плотным кольцом, готовая защитить от любого чужака. Они еще не понимали, что ветеринар пришел помочь. Наблюдая издалека, врач сначала решил, что слоненок чувствует себя нормально. Но когда малыш начал двигаться, стало ясно, что ситуация хуже, чем казалось. Ветеринар встревожился. Было очевидно, что детенышу нужна помощь. Но вмешательство в дикую природу — сложное решение. Он получил разрешение от комиссии по охране дикой природы и вскоре смог приблизиться. Похоже, малышу не хватало питания. Врач решил, что инъекция специальных добавок поможет. Он подготовил лекарства и попросил сотрудников помочь. Но в этот момент все пошло не по плану. Слоненок испугался людей, особенно человека с большой иглой. Он начал бегать на своих шатких ножках, пытаясь убежать. Обычно ветеринары используют транквилизаторы, но в этот раз врачу нужно было сначала подойти ближе, чтобы рассчитать точную дозу. Осмотр превратился в настоящую погоню. Однако врач заметил важную вещь.
Несмотря на слабость, слоненок был активен и реагировал на происходящее, значит, его нервная система работала нормально. Наконец, ветеринар смог приблизиться и сделать инъекцию. После этого он стал поощрять малыша двигаться, превращая лечение в игру. Физическая активность помогала укреплять мышцы. Врач приходил ежедневно и занимался со слоненком, пока однажды его старшая сестра не начала повторять движения ветеринара. Тогда именно она стала играть с братом и помогать ему тренироваться. Хотя сначала она ревновала к близнецам, теперь она действительно стала заботливой старшей сестрой. Она радовалась вниманию матери и новым товарищам для игр. Благодаря помощи ветеринара и заботе Марты второй слоненок постепенно окреп, догнал стаю и стал достаточно сильным, чтобы заботиться о себе. В итоге парк получил 2 здоровых близнецов, и многие люди смогли наблюдать за тем, как они растут и играют в своей естественной среде. Все закончилось благополучно, и эта история стала настоящим доказательством силы природы и семейной поддержки. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.